Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми спілкуємося з військовослужбовцем 1-ї окремої бригади імені Івана Богуна. Це іноземний доброволець на позивний Чех. Вітаю, друже! Доброго дня! Перше питання, яке я хотів би задати, якою була твоя мотивація як іноземця долучитися до збройної відсічі російської агресії, до цієї війни, полишити спокійне життя, скажімо так, долучитися до боротьби, яка зараз відбувається на наших теренах? Причина, чтобы приехать сюда и воевать за вашу страну, я думаю, как и большинство населения Земли, это именно помощь справедливости. Российская Федерация является агрессором, который напало на независимое государство, где продолжается уже гибридная война, начиная с оккупации Крыма, оккупации Донбасса. Но явно это стало, хотя мало кто предполагал, нападение произошло 24 февраля 2022 года. Я много думал, рассуждал, чтобы оставить дом, оставить свою работу и приехать помогать, но не нашел никаких мотивов. Наверное, уже с возрастом и с мудростью и с опытом жизни, чтобы приехать и помочь в этой борьбе. Как для меня такая мотивация с абсолютным злом. Потому что агрессия России, она является агрессией к всему цивилизованному миру. В первую очередь это к Украине. Если у них все получится и нормальные люди, цивилизованный мир не станет на защиту ценностей демократии, прав человека, целостности государства, как прописано в ООН, то вот это абсолютное зло в лице России, оно пойдет дальше. Также будет дальше завоевывать страны, порабощать, приносить смерть, боль, кровь, разрушение. Вот это была главная мотивация. Це ще одне свідчення того, що наша країна не лишилася наодинці з, так би мовити, людожером на безлюдному острові. Світ наразі дивиться на те, що відбувається в Україні, не тільки з осторонь, не тільки з співчуттям, але і з бажанням допомогти. І безпосередньо ті люди, які долучаються до лав Збройних сил України, тому свідчення. Ти обрав для себе шлях працювати в небі. Ти обрав для себе шлях оператора БПЛА. Чому саме так? Чому для тебе це стало цікавим? Изначально, наверное, жизнь так распределила, чтобы я выбрал эту специальность, именно оператор БПЛА. А изначально я был санитар-стрелец, как обычный пехотинец. Но когда воюешь и воюешь с противником, который отстает и в техническом плане, но очень выиграет в особом складе, живой силе. И, естественно, один на один с таким противником воевать тяжело. Поэтому мир нам и цивилизация дает шансы, дает стимулы для того, чтобы воевать техническим путем. Один из технических путей это, конечно, аэроразведка, наведение цели, поражение цели. То, что дает на 2-3 шага вперед. И в этом, конечно, изначально мы преуспели. Я закончил курсы, которые были предложены, так как имел кое-какие навыки. Курсы оператора БПЛА. И после этого было предложено пойти в подроздел аэророзведки операторов БПЛА. На твою думку, чи може будь-яка людина опанувати, стати оператором БПЛА? Чи має вона для того якісь здібності чи якості, що дає можливість стати ефективним спеціалістом в даній галузі? Ну, всегда так устроено человечество, что самый главный стимул – это бажание человека, его желание. Если он хочет, то, естественно, он научится многому и будет выполнять функции. Естественно, есть предрасположенность человека к определенным профессиям. И человек уже выбирает, получается у него
на профессиональном уровне работать, есть ли у него желание. И вся эта совокупность, твое внутреннее настроение, также командиры, которые наблюдают за тобой, приходят к выводу, в каком направлении тебе лучше работать. Ти почав опановувати безпілотні літальні апарати саме типу крило. У чому є специфіка таких літальних апаратів, в чому вони порівнюються саме з дронами, тими класичними літальними апаратами, які всі бачили? Ну, разница есть, можно сказать так, и великая, и не дужая. Взлет дронов, функционал дронов и функционал крыла и взлет крыла. Дроны являются вертикальным взлетом, это на языке между собой мы говорим вертолетным, а крыло это самолетное. Что дроны дают? Какую выгоду перед крылом? Это именно как разведка, когда идет атака, киргование целей, наведение артиллерии. И это все происходит в стриме. В крыле это тоже можно сделать, но крыло в основном используют как фотолет. Его запускают вглубь тыла противника по специальной программе. Их много, я не буду называть, рекламировать, какие именно. Они выполняют свои цели, выполняют облеты, а потом оператор сидит и разбирает вместе с разведкой, какие цели интересные, на какие можно обратить внимание. Дрон находится до часа, ну, смотря какой, при какой емкости аккумулятора. Самолет может находиться как от часа до 10 часов. И вглубь тыла залетать от 25 километров до 80. Может работать на большой высоте, практически не слышен, если нету двигателя внутреннего сгорания. Вот, он может планировать. Поэтому каждый несет свой плюс для определенных целей и заданий. Якщо порівнювати можливості перехоплення дальніх літальних апаратів, якщо порівнювати крило із дроном, чи має переваги крило над дроном у плані його перехоплення ворогом або знищення у повітрі? Дрон более уязвим перед работой рэба. Вот. Крыло именно больше выживаемое, потому что оно работает по программе, по телеметрии. Его очень сложно погасить и посадить. Перехватить данные и перехватить его управление. Поэтому в этом плане крыло более считается лучше и более выживаемое. Ну, естественно, и по бюджету крыло в разы дороже стоит, чем дроны. Это в зависимости и от оборудования, ну, именно от оборудования. Навички керування саме даними літальними апаратами, вони різняться, наскільки я розумію. Крило і дрон – це зовсім інші і фізика, і зовсім інший підхід до оператора, саме до навичок оператора дрону. Так, Оператора БПЛА. так. Дрон разнится от крыла. Крыло ты уже как пилот. Крыло постоянно висит. Постоянно летит, оно не может останавливаться, и здесь у тебя ошибок не должно быть, потому что это может привести к фатальному результату. Дрон, он может зависать, может висеть, и ты можешь регулировать вот в эти моменты. Якщо казати про спектр апаратів, якими є апарати, які застосовує українська армія, і які є апарати, які застосовує ворог? Ну, мы в основном застосовываем китайского производителя. Это DJI фирма, Mavic, третья, Enterprises. Вторые иногда используем. Вот. Autel, но он не так сейчас популярен, потому что он очень сильно подвержен воздействию рэп. Вот. Также Matrix 30 и 300, которые тоже очень себя хорошо показали в работе. Ворог сейчас используют те же Мавики DJI, вот, третьи Enterprise, также уже стали появляться и Матриксы. Но в основном у них крыло, это два популярных, разведчик Орлан
Ил-10, который летает на двигателе внутреннего сгорания и очень долго наблюдает и работает как фотолет. Вот. Или ударные дроны Ланцесты. Вот. А мы используем очень большой спектр крыльев, начиная как производство Украины Фури или Леки, вот, до разных иностранных, и американских, и английских. Я не буду произносить марки модели, вот, они не нужны, но они намного эффективнее русских моделей. И сейчас набирает оборот собственное производство в Украине, и оно намного эффективнее. Ну, уже не говорим об Байрактарах, которые имеют на ступень выше свой потенціал і свою функціональну можливість. Вже щось проміжне між малою авіацією і вже бойовою авіацією безпілотною. Чи є особливості застосування дронів чи крила у нічний час, чи в складних погодних умовах? В складных умовах когда дождь, когда ветер больше 10 метров в секунду, практически разведка не работает, невозможно. Маленькая видимость, это туманы, вот, ограничение видимости. А ночью очень хорошо работать, когда хорошая стоят аппаратура, тепловизоры, и ты наблюдаешь, где может быть техника противника, по которой можно отработать целью, или личный состав, который может как группа ДРГ быть, ты можешь видеть и быть готовым, чтобы их встретить и уничтожить, или предупредить. Это именно связано с ночной работой. Именно тепловизоры хорошего качества, которые показывают себе панораму, где может быть противник или его техника. З нами був чех, іноземний доброволець в складі 1-ї окремої бригади спеціального призначення імені Богуна. Дякую, друже. Слава Україні! Героям слава. Дякую. На все добре.